Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусный и необычный десерт под названием Monkey Bread. С перевода с английского это означает обезьяний хлеб. Получается он очень интересный и, конечно же, невероятно вкусный. Если вам понравится рецепт, обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, а мы поехали готовить! И начинаем наш рецепт, как всегда, с теста. Сегодня мы будем делать быстрое дрожжевое тесто. В миску мы отправляем дрожжи. Я взяла прессованные и с руками мы их раздробим на маленьких кусочки. После этого добавляем сахар. Я взяла самый обычный белый кристаллический сахар. И после этого нам нужно добавить молоко. Предварительно его нужно нагреть до 36-37 градусов. Выше температура не должна быть, то есть молоко не должно быть слишком горячим, потому что при контакте с наших дрожжей, к сожалению, они могут погибнуть. Поэтому есть очень легкий и простой тест на температуру молока. Отпускаем наш маленький пальчик, и если мы можем спокойно его удерживать в молоке, значит температура подходящая. После этого нам нужно добавить одно куриное яйцо. И с помощью нашего венчика все это хорошо размешать до полного растворения сахара и дрожжей. А пока яйцо будет объединяться с нашей массой. Когда мы объединили все ингредиенты, пора добавлять муку. Я взяла мука со силой 220 и обязательно ее нужно просеять. Таким образом я избавляюсь от лишних комочков и насыщаю муку с помощью воздуха. Все, просеиваем. После этого мы добавляем соль. Вот так чуть-чуть делаем как кратер и добавляем соль. Соль очень важная, потому что она добавляет дополнительный баланс нашей выпечки. И когда мы добавили соль, нам нужно чуть-чуть кардамона. Буквально где-то 2-3 грамма, не больше. Добавили. И нам нужно этого все начинать размешать. А когда мы все это размешаем до определенной консистенции, нам нужно добавить сливочное масло. Оно сделает нашу выпечку более богатой и более вкусной. И главное, сливочное масло должно быть растоплено. В моем случае я взяла с 82% жирности. Хорошо, все перемешиваем и замешиваем тесто. В итоге у нас получится мягкое, не липкое тесто, которое легко собирается в шар. Если нажать на тесто пальчиком, появляется ямка, которая быстро исчезает, значит консистенция идеальная. Теперь нам нужно оставить тесто отдохнуть примерно 30 минут. Где-то 20-30, все зависит от комнатной температуры. Обязательно мы его накрываем с пленкой, чтобы оно не обветрилось. А пока тесто отдыхает, мы уже будем подготавливать следующие ингредиенты. Первое, что нам нужно, это растопить сливочное масло. Потом покажу, зачем оно нам. В другую миску нам нужно добавить сахар и перемешать ее со корицей. Достаточно большое количество корицы. Но если, конечно, вы не любите ее, можете чуть-чуть меньше. И обязательно для нашего десерта нам нужна вот такая форма с дыркой. На первом, что этот десерт имеет именно вот круглая форма с дыркой, поэтому и нужно, как по правилу. А второе, такая форма хорошая тем, что при выпекании наш десерт будет выпекаться равномерно. Что нам нужно сделать сейчас? Форму нам нужно с помощью сливочного масла хорошо смазать, а после этого нам нужно ее посыпать с помощью сахара. Прошло 20 минут, поэтому мы начинаем работать уже с тестом. Чтобы нам было удобнее работать с ним, нам нужно с помощью наших ручек его сделать в такой какой-то прямоугольник, ну или квадрат. Это не так важно.
Поэтому мы берем тесто, кстати, оно чуть-чуть увеличилось у нас, оно стало такое податливое, и растягиваем его. Наше тесто готовое, я сделала не прямоугольник, а у меня получился квадрат, но это не важно. Теперь с помощью вот таким ножиком, это нож для пиццы, нам нужно нарезать и превратить нашего большого квадрата в много маленьких квадратиков. Если у вас нет такой нож, вы можете воспользоваться обычным кухонным или просто шпателем, получится тоже идеально. А после этого, после того, когда мы получим много маленьких квадратиков, мы будем их превращать в много маленьких шариков. У меня получилось около 100 шариков разного размера. Они бывают вот такие большие или вот такие маленькие. Теперь нам нужно его поместить в сливочное растопленное масло, вот так его быстренько искупать, а после этого мы его помешаем там, где корица со сахаром. Хорошо вот так обволакиваем со всех стороночек. И теперь мы его помешаем в нашу форму, где он будет настаиваться, а потом жариться. Наш monkey bread готов практически. Теперь мы его оставляем, чтобы наши шарики почилили где-то минут 20-30. И обязательно мы их накрываем с помощью шапочки, чтобы случайно они не простудились. Ну, точнее, чтобы корочка не появилась. А после 20 минут посмотрим, что у нас получилось. Прошло 20 минут. Теперь давайте посмотрим, что произошло с нашими шариками. Вау, ребята, смотрите, насколько они увеличились, классно просто. А теперь нам нужно их отправить, чтобы они там жарились в духовочке при 180-190 градусов на минут 35-45. Все зависит от вашей духовки. И, ребята, когда вы вытащите форму уже готовую, то вам нужно сразу вытащить сам десерт из формы, потому что он прилипнет. Это нужно делать очень быстро. Все, увидимся с готовым результатом чуть позже. Ребята, наш monkey bread наконец-то готов. И чтобы мы были более точны, здесь 108 шариков. А весь прикол этого десерта того, что здесь появляется карамель, когда он запекается. Сами шарики очень мягкие, а снаружи они хрустящие. И тоже очень классно, когда вы, например, там вдвоем, втроем берете вот такие маленькие шарики порционные. Это очень круто. Поэтому, если вам нравятся такие рецепты, обязательно приготовьте дома. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайки, а мы увидимся в следующее новое вкусное видео. Пока!